Добрый день, дорогие близнецы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу вам про движение кармических узлов, которые 12 января 2025 года меняют знаки и переходят с оси Овна Весов в знак Рыбы Девы. Да, дорогие близнецы, это видео для вас. Буду рассказывать сначала общую информацию, потом для каждой декады близнецов отдельно, и в конце финал, итоги для всех близнецов. Ну что, готовы? Поехали! Да, дорогие близнецы, кармические узлы у нас последние 1,5 года находились на оси Овна Весов. И я скажу, что у близнецов задачи были не самые сложные, не самые напряженные. И сейчас на самом-то деле наступает такой момент на ближайшие 1,5 года до 27 июля 2026 года, момент достаточно сложных вопросиков, но не невозможных, ребят. Здесь просто необходимо решить моменты и ситуации, связанные в вашей жизни, которые вы оттягивали на потом, в которых не хотелось разбираться. И здесь можно сказать, что почему так случается, что же мы такого плохого миру сделали. Нет, в этом-то и есть вопросик, что ничего плохого не сделали, скорее всего, просто засиделись на месте и не идете в развитие, потому что близнецы — это тот знак зодиака, который всегда в движении, который всегда активный, который всегда в поездках, в обучении, которому всегда все интересно. То есть это тот знак зодиака, который, я говорю, никогда не стареет, то есть это вечно молодой, потому что энергия бурлит, знакомства, друзья, товарищи, активность. И как раз-таки к этому, ко всему у кармических задач будут к вам вопросики. И, естественно, у близнецов каждой декады все сугубо индивидуально. И здесь нет хороших и плохих. Еще раз я вам говорю, здесь нет какого-то такого плохого вселенского замысла. Нет, все только для того, чтобы вот взять вот так вот вас аккуратно и перенести в новый мир, в который мы все идем. А мир, если вы заметили, с каждым годом ускоряется все быстрее и быстрее. И для близнецов я скажу, что в ближайшие не просто 1,5 года, да, но в ближайшие 1,5 года нужно научиться жить по-новому. Для всех близнецов это правда будет новая жизнь. И это связано еще с тем, конечно же, что Уран меняет знак, и в июле 2025 года меняет знак с Тельца на Близнецы. И здесь, конечно, ребята, на 6-7 лет будет мощное активное движение. И нужно просто научиться в этом жить, быть еще активнее, еще разностороннее, еще креативнее. И все, собственно, для этого. И кармические узлы как раз-таки в ближайшие 1,5 года будут задавать вопросы близнецам разных декад, свои собственные, у всех свои моменты, у кого-то посложнее, у кого-то полегче, но однозначно интереснее. И да, ребят, близнецы первой декады у вас не просто новая жизнь, да, но у вас такое масштабное новое, да, новая жизнь, новая работа, новая квартира, жилплощадь, да, новое место жительства и новые эмоции однозначно. И это идет, я скажу, в таком позитивном ключе. То есть это то настроение, которое будет давать движение вперед, захочется развиваться на новой работе, потому что душа просит, потому что уже насиделись на старом месте, уже не видите движения вперед, то есть не видите никакого развития, и это плюс, и это хорошо. Естественно, будут максимально нестандартным образом отваливаться связи, отношения. В работе будет какая-то резкая смена. Тут рассказать вы мне можете очень много историй. Резко уволили, сократили должность, обанкротилась фирма. Все что угодно. То есть мне когда рассказывают истории, я реально верю, потому что жизнь — это как кино такое классное, да, в котором иногда можно даже ничего не придумывать, оно случается. И здесь не потому, что вы человек плохой, а потому что необходимо идти дальше и развиваться, сказать прошлому спасибо, потому что я
очень много там понял, поняла, да, и теперь хочу идти вперед. И здесь история того, что работа может быть даже творческая, то есть не просто с поездками, с путешествиями, а именно с творческим таким настроением, либо это будут новые эмоции, которые будут вот прям радовать. И это на самом деле хорошо. Не бойтесь открывать свою душу, новые эмоции и ощущения. Будет ли эта работа творческая или креативная, решать вам. То есть какие ноты своего настроения, близнецы первой декады, вы будете здесь искать и подключать, приведет ли вас это к эмиграции, потому что у близнецов первой декады возможна эмиграция, переезд, смена окружения очень сильное, очень мощное. То есть здесь, понимаете, да, у вас должна начаться полноценно новая жизнь. И чем быстрее вы на это внутренне согласитесь, тем меньше будут вот таких каких-то сложных ситуаций, потому что мы очень часто все, любой знак зодиака, любим нести вот этот чемодан без ручки, когда вот мы понимаем, что вот ну все, уже вот эта работа мне не нравится, я уже хочу жить в каком-то другом месте, мне, возможно, нужно переехать. И очень часто люди, когда меняют окружение, переезжают с одного места на другое, у них открываются многие возможности, потому что на том месте мы очень часто не видим то, чего хочется. Или, например, открывая окно, мы видим только один вид. А если съездив в какое-то другое место, съездить на море очень полезно будет близнецам первой декады, потому что здесь прекрасный еще аспект от Нептуна, и будет вам очень сильно вот это вдохновение, да, даваться. Поэтому здесь ездить на море, расслабиться, отдохнуть, увидеть новые возможности, новые силы в себе найти для того, чтобы реализовываться, потому что Уран, когда войдет в июле 25-го в Близнецы, начнет трясти. То есть если вы еще не чувствуете вот эту тряску, то к концу весны 25 года будет она ощущаться все сильнее и сильнее. И здесь, конечно же, будет ощущение, что вот прям резко почва уходит из-под ног. Поэтому сами создавайте себе новые возможности, сами беритесь за новые дела, за новые проекты. Пусть они вас не пугают, да, не будет получаться все сразу, прямо сейчас, как хочется, идеально. Оно так не бывает, но однозначно это будут те самые вопросы в вашей жизни, чтобы вы начали раскрывать свое солнце, становиться максимально близнецами, максимально коммуницировать, максимально общаться, максимально продавать в том числе, потому что, имея очень большой капитал связи, как раз таки можно очень хорошо продавать, если вы работаете в сфере продаж. И, ребят, я скажу, что на самом-то деле задачи у вас будут не сложные и не тяжелые. То есть от вас Вселенная это много злого, ничего такого не требует. И здесь будут вопросики возникать даже в окружении, даже в смене окружения. Все будет достаточно в легкой форме происходить. Поэтому я вам скажу, мои дорогие, не нужно здесь бояться, переживать, что что-то у вас меняется, резко вот так вот все начало передвигаться. И это нормально, это нормальный ход мыслей, и многие из нас очень сильно поменяют жизнь за ближайшие 1,5-3 года. Это факт. Идем дальше. Близнецы второй декады. У вас, конечно же, ребят, здесь история такая очень масштабная. Новая жизнь однозначно. У всех близнецов я могу сказать, что как раз таки момент открытия вот этой новой жизни, новой дороги. И у вас здесь, конечно же, это образование, это новые знания, большой пласт новых знаний, которым вы будете пользоваться, которыми вы будете зарабатывать, и необходимо осваивать как можно больше информации, быть в постоянном состоянии ученика, в том числе, да, это заграница, это популярность, то есть к чему вы идете? Идете ли вы к популярности, к развитию масштаба своей деятельности, своей личности, своей работы, оказываете ли вы услуги как
один персонаж, либо у вас группа, коллектив, да, то есть здесь понимаете, что здесь можно расширить масштаб своей деятельности, однозначно даже выйти за границу своей деятельности, в прямом смысле работать с иностранными людьми. И здесь момент того, что для этого необходимо обязательно образование. Естественно, необходимо идти в новое, брать новые планки. Естественно, это уровень ответственности, да, и, естественно, это те самые моменты работы со своими страхами. Можете ли вы себе это позволить или же не можете? Страшно вам это делать или же нет? И здесь всегда момент, насколько мы разобрались в своих страхах. Конечно, сейчас у близнецов второй декады очень сильно вот зимой такой момент прохождения своих страхов, когда нужно идти вперед, и вы понимаете, что оставаться на том самом уровне, на котором вы были, уже не хочется, уже не нравится, уже не приносит счастья, и хочется вот прям масштаба своей деятельности. Да, ребят, хочу сказать, что необходимо этим заниматься, максимально внедрять свои навыки, таланты, не стесняться. Захочется, конечно, постесняться, сказать, что вот как-то я недостоин, недостойна, не заслужили. Это как вот из воспитания в детстве, да. Покопайтесь в своем воспитании в детстве, какие моменты у вас были табу, какие вопросики вы не могли сами решить, то есть какое воспитание было у нас у всех давно, да. Наши родители выживали как могли, и, естественно, очень много было под запретом, как говорится, чтобы не натворить каких-то дел. Эти времена прошли, сейчас времена гораздо легче. У нас сейчас очень много возможностей, и да, мы открыты для этого мира. У нас реально, ребята, у нас свобода передвижения, свобода деятельности, свобода активности. Занимайтесь чем нравится, и понимайте, что если вы чем-то не занимаетесь, где загвоздка. Необходимо разобраться с этими страхами уже и пойти вот в то самое нужное русло направления, да, и как раз-таки тогда у вас получится больше масштаб своей деятельности привнести, даже освоить за границу, пойти учиться тем вещам, которые вы считали, они абсолютно не нужны, вы не хотели учиться и говорили, что все это тлен, что все это придумано только для траты денег. На самом-то деле вот эта история с финансами очень сильно здесь еще и важна. Не просто история с финансами, но и с коммуникациями. Подумайте, посмотрите, где вы тормозите, почему вы стоите на месте, не идете вперед. История на самом-то деле, знаете, когда вы в этом разберетесь, когда вот финансовый поток вот пойдет как надо, когда вот коммуникация с людьми начнет выстраиваться, да, когда вам уже будет не страшно общаться на более высоком уровне, да, здесь вы не найдете ни одну причину, которую вы можете сказать, почему вы не делали это раньше. То есть вы, когда разберетесь со своими страхами, внутренними переживаниями, да, вы скажете, а почему я раньше вот этого не делал, почему? И вот если вы спокойно вот даже не найдете себе никакого такого момента, да, чтобы ответить почему, значит вы реально уже теперь спокойно к этому относитесь, да, и это нормально. Страхи это не постыдно, это наши переживания внутренние глубокие, которые с нами давным-давно, у кого-то даже с прошлой жизни, и это нормально, мы не просто так здесь все на этом месте, но однозначно всегда у нас срабатывают такие большие стопора, чтобы мы не поднимались наверх, чтобы это было максимально сложно. Для чего сложности? Да для того, чтобы мы ценили, ребят, потому что все те люди, которые стремятся высоко, к активности, к масштабу, к популярности, очень часто гордыня сламывает, очень часто людей сносит, а вы же хотите трезво закрепиться активно и надолго. Поэтому здесь понимайте, что это труд, это движение вперед и только зависит от вопросиков вот здесь. Поэтому идем и работаем дальше, и тогда кармические задачи будут проходиться легко, спокойно. Ну, естественно, развитие, движение вперед, коммуникация, образование. Это все для близнецов второй декады, на ближайшие 1,5 года должно быть, ребята, понимать, осознавать, идти вперед, делать и внедрять. И будет все прекрасно. У близнецов третьей декады, ребят, скажу, что у вас, ну, я думаю, вы все ощущаете, да, некие сложности, некие
неопределенности, когда все идет не так, как хотелось бы. И, конечно, к лету 2025 будет сложнее чуточку, будет вот эта эмоция, когда заставляют двигать вперед, развиваться, мощность, когда вот здесь еще и аспект Нептуна будет на эмоции выводить, то есть захочется залениться, все отправить вперед. Если вы смотрели общее видео для всех знаков зодиака, кармический гороскоп, да, посмотрите, я там рассказала, что эмоции в принципе нас всех будут одолевать в ближайшие 1,5 года, потому что северный кармический узел идет по самому эмоциональному знаку, по рыбам. И здесь, конечно, очень важно не находиться в каких-то зависимостях, не убегать в алкоголь, в измены, в лекарства. То есть здесь очень важно на 1,5 ближайших года нам максимально трезво смотреть на свою жизнь и на вопросы, которые нам необходимо разрешить. И у близнецов 3-й декады здесь момент, когда и эмоции будут накатывать, и чувство, что надо пахать, делать, разруливать. Задачки будут, я скажу, сложные, не самые простые, но решаемые. Сложно они будут только в эмоциональном плане, когда нам не захочется это делать, когда у нас будет ощущение, что нас заставляют, когда заставляют разбираться в своих страхах, переживаниях. Особенно напряженная такая будет весна 2025 года, когда еще и Лилит будет делать финальные аккорды по весам идти, да, но все-таки разобраться в своих страхах, переживаниях, желаниях и нежеланиях очень важно, дорогие близнецы 3-й декады. И тогда, конечно же, тогда у вас открывается очень много возможностей. То есть очень много возможностей в работе. То есть здесь нужно понимать, какую работу вы хотите делать, а какую вы больше не хотите делать. Да? То есть на что вы готовы пойти в эмоциональной сфере. То есть какие вы эмоциональные планки берете, да, для того, чтобы находиться в том месте, где, возможно, вам уже не нравится. Находиться на той работе, которая, возможно, вам не нравится. Находиться в том коллективе, который вам не нравится. И здесь скажу, что весна 2025 будет очень такая, очень мощная. Скажу, что вот если вы разберетесь зимой, да, со своими страхами, то тогда весной 25-го кто-то даже переедет. То есть здесь необходимо эмоционально вытягивать все вопросы и претензии, которые поступают извне. И это все создано для того, чтобы понять, насколько вы эмоционально сильны, близнецы 3-й декады. И да, конечно, от чего вы готовы отказаться. Кто-то захочет переехать, и это тоже нормальная история. Кто-то захочет социальный статус гораздо выше, чем есть сейчас, и это классная история. И да, когда вы поймете, что вы хотите подняться, совершенно другой социальный статус, такой мощный и основательный, да, вам станет страшно. Но почему? Вы должны здесь разобраться, почему в этот момент вам стало страшно. Потому что надо больше пахать. В любом случае вам придется пахать. То есть я не скажу, близнецы 3-й декады, что как-то вот станет вам легче. Особенно если вы находитесь в возрастах 36, 37, 38, 39 лет, возраст 54, 55, 56, 57, 58 лет. То есть если вы в более молодом возрасте, то здесь у вас будет казаться, что у вас еще вся жизнь впереди, а если вам уже к 60, то вы уже понимаете, каких, то есть свечки, каких стоят, да, мероприятий своих жизненных, что это не просто игра, да, что здесь очень важно и мощно уже наконец-то нужно сделать то, что вы хотите в своей жизни. И к вам обязательно придут мысли, потому что Юпитер весной 2025 года будет как раз-таки проходить и делать в ваших транзитных картах, дорогие близнецы 3-й декады, соединение с Солнцем. А это всегда настроение и состояние, когда хочется вау, хочется много, хочется жить хорошо, хочется поехать для себя, куда-то отдохнуть, пообщаться с другими людьми, расширить свой кругозор, выйти из вот этой рутинной жизни, которой устал, поменять место жительства, включиться в новое образование, в новое дело. И я вам скажу, что легко не будет, но будет максимально страшно. И
Вот здесь главное, не давайте своим страхам потопить ваши желания, потому что страхи будут сильны, конечно же, естественно. Если бы у всех все было так легко, как бы тогда в жизни случалось, никто бы не ценил, да? Поэтому, ребят, скажу так, необходимо честно себе признаваться, потому что если будете впадать в иллюзии, все иллюзии, когда мы обманываем себя, да, хотим вот сладкую ложь вот так вот себе сказать, вот и навязать, сказать, да, вот лучше так, вот лучше вот чуточку синица в руках, чем журавль в небе, да, голубь, вот такой свободный, летящий. Вот все вот эти иллюзии, которые вы себе навяжете, они распадутся через 1,5 года, когда как раз-таки северный кармический узел перейдет в знак Водолея, когда не будет никаких тормозов оставаться на том самом месте, где есть, но только потом задачи будут уже совершенно другие, ребята. А сейчас, конечно же, нужно вот эту историю мысли понимать. Конечно же, не в один день оно все будет меняться. Это будет долго. Дайте себе время, и это нормально. Вообще решение всех кармических задач, которые у нас в том или ином периоде жизни случаются, это, ну, ребят, я не скажу, что это там, например, 2 слова, да, какая у меня кармическая задача по жизни, или там предназначение мое. Я не могу там сказать, что у кого-то это просто стать мамой, у кого-то там создать бизнес, нет. Ну, как это можно понимать? Конечно, нет, ребят, но у нас задачи все к определенному возрасту идут, да, потому что мы моменты, например, воспитания начинаем раскрывать и понимать, почему наши родители, например, не додали нам той любви, которую бы нам хотелось, только когда мы становимся родителями. Только тогда мы максимально понимаем. Естественно, в 15 лет мы с этими вопросами не разберемся, и когда нам кажется, что мир абсолютно несправедлив к нам, и родители к нам несправедливы, да, а мы разбираемся с этим в более зрелом возрасте, когда у нас у самих дети, и мы понимаем, что наши дети ведут себя в пубертатном периоде точно так же, как и мы. И здесь, естественно, вот такие моменты. Поэтому кармические задачи и вопросы – это всегда все, что случается с нами, и это растянуто во времени. Никакое событие не случается вот так раз и за один день. Никакое. Мы всегда сами закручиваем этот водоворот событий и открываем себе возможности. То есть, если сейчас близнецы 3-й декады вот в эти 1,5 года разбираются со своими страхами, претензиями, нежеланиями расти и хотят выйти вот так вот в новую жизнь, себе так масштабно построить, потому что вам захочется сразу вот так вот все срубить и заново все. Новое место жительства, переехать, работа, друзья, захочется, да. И это не говорит о том, что это сразу случится, нет. Это дорога, которую нужно пройти. В эти моменты нужно находить моменты радости, счастья. Да, будет претензионно сложно в какие-то моменты. Эмоциональные события, конечно же, будут случаться. Но нужно расти и понимать, что это жизнь. Баланс, он должен быть сохранен везде. И плюса, и минуса всегда одинаково, ребят. Но нам иногда кажется, что мир несправедлив. И это тоже нормально. Иногда же нам кажется, что мир очень удачен к нам, да? Поэтому, дорогие близнецы 1-й, 2-й и 3-й декады, у каждого на своем уровне будут определенные моменты, которые заставят вас начать новую жизнь. Я еще раз говорю, что здесь не нужно пугаться, бояться, давать себе какую-то оценку, что вот я человек плохой, почему у меня что-то вот так происходит, что же мы такого плохого сделали для мира. Ничего мы плохого не сделали, просто та жизнь, которая была, она уже не подходит вам. То есть вам нужно нарабатывать новые навыки, новый уровень коммуникации, движение вперед, активность, то есть новый уровень во всем. И это достаточно классная история, потому что с старыми привычками в новом мире будет сложно жить. Очень сложно, почти невозможно, поэтому вот так мы все идем вперед и развиваемся. И здесь нет ничего постыдного, ребят. Мы просто все люди, и мы учимся здесь каждый день, каждую неделю, в каждом событии, которое с нами случается. Просто если событие повторяется уже не 1-й раз, понимаете, как вы поступили в прошлый раз в этом моменте, сдались ли вы в прошлый раз, значит, может быть, сейчас то самое время, чтобы еще раз попытаться, потому что неудачник — это не тот, кто постоянно бросает, нет, это тот, кто сдается и не продолжает заново.
то есть здесь важны количество попыток. Потому что, еще раз говорю, легко, как вот сейчас вот модно, в легкости так не бывает. У взрослых, зрелых, активных людей, которые идут в свою жизнь, в легкости не бывает. Это множество попыток, которые необходимо продолжать и продолжать. И тогда все будет хорошо. Ребят, если у вас остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео, я на них обязательно отвечу, но при этом оставляйте свою дату, время, место рождения и ваш вопрос, и я лично вам отвечу на ваши данные в натальные транзитные карты. Спасибо, что досмотрели это видео до конца, и увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.